Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Спасибо большое, что вы смотрите и комментируете мои видео. Кстати, о них. В этом видео будет полет в город, в который чаще всего в последнее время меня приглашали в комментариях. Новый Уренгой. В середине весны из Москвы в газовую столицу России напрямую было два почти синхронных ночных рейса авиакомпании Ямал и S7 и один дневной из Шереметьево. Приезжаю в аэропорт за 2,5 часа до вылета. На привокзальной площади все еще идет стройка и работает только один вход. Внутри сразу стандартный контроль безопасности через одну рамку и 2 энтроскопа, и нет очереди. Захожу в терминал, сразу ощущаю огромное пустынное пространство. Из-за отсутствия очереди на контроле на входе каждого проверяют тщательно. Меня заставили снять куртку, ремень и включить экраны всех устройств, словно предполетный контроль. В детской зоне у стоек регистрации S7 никого. У зоны эконом-класса тоже. Со стороны бизнес-класса аналогично, но сотрудники находятся на своих рабочих местах. Отсутствие объявлений и фонового шума создает ощущение, что-то не так. В центральной зоне обычно не протолкнуться. Иду искать свои стойки регистрации. У уральских авиалиний сотрудники скучают в телефонах. Все посты безопасности на центральном входе закрыты. В крыло международных вылетов не пойду, как-нибудь в следующий раз, когда будет полет за границу. Необычно пусто в Домодедово, привык, что здесь всегда много людей. Единственная очередь и активность около регистрации авиакомпании Ямал, на которой у меня сегодня будет полет. Около колонны замечаю весы. Давайте взвесим мой рюкзак. Сколько таскаю с собой? Почти 5,5 килограммов, а чувствуются все 10. Должно быть в рамках требований по ручной клади. Одновременно регистрируют 2 рейса Ямала в Новый Уренгой и административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард. Очередь идет быстро, приглашают пассажиров и на стойку для бизнес-класса. Купил тариф без багажа и заранее выбрал место. Сразу получаю посадочный талон и нужно уже идти в зону посадки. Мне теперь на 2-й этаж. Кажется, в зону Д, она сказала. Но все-таки пустой Домодедово — это как-то очень странно. 2-й этаж напоминает Восточный базар. Подарки, кафе, рестораны — все работает, хотя сам аэропорт почти спит. Ого, какая большая зона с табло для прохода в сторону внутренних рейсов. Одни мысли, почему это табло находится здесь, не лучше ли его было разместить в основном холле? А вот и ответ, почему такая пустота. Ночью всего несколько вылетов, после Салехарда в 3 ночи, следующий только в 8:25 утра. Сначала сканируешь посадочный на воротах, а буквально через шаг снова посадочный паспорт уже живому человеку для штампика. Такая маленькая бюрократическая матрешка. Зона контроля безопасности неожиданно приятная. Много постов, мягкий ковролин и ощущение почти гостиничного холла. Приятно этот шаг стало проходить. Очередной раз просили включить все устройства и проверили мощность зарядного аккумулятора. Выхожу в чистую зону и удивляюсь. Похоже, будто в торговый центр попал. Магазины в одну сторону и магазины в другую сторону. Ничего себе, как здесь все изменилось. Последний раз вылетал из Домодедова года 2 назад. Точно, это был полет в Волгоград на S7. У меня видео есть на канале. И за 2 года такое круто. Выход D5. Ну, пойдемте посмотрим. Кстати, вот в новых окнах не видно совершенно перрон, потому что они зеркальные. Поэтому, что там происходит, посмотреть не могу. Ну, возможно, днем видно через них. Но вот вечером из-за того, что здесь сильное освещение и что на темном перроне происходит, не видно. Иду в левое D-крыло. Как понимаю, напротив, если пойти направо, будет C-крыло, и оттуда вылеты у S7. Может быть, здесь получится посмотреть на перроне? Не густо, всего один борт у телетрапа. Окна затонированы, что практически зеркало ночью. Вот машу вам в них. Стоит приглашение в бизнес-зал «Сфера». Можно было, конечно, зайти по коду от банка, но есть ночью не хотел и интересно было пройтись по терминалу. До вылета около 1,5 часов, и на стоянке стоит борт, который должен выполнить мой рейс А320 авиакомпании Ямал. Подозрительно никого нет. Создается ощущение, что его еще даже не начали готовить. Надеюсь, задержки не будет. На другой стороне перрона у международного терминала стоит Boeing 737-900 авиакомпании Самон Air, прилетевший из Душанбе. Около соседнего выхода на посадку другой борт Ямала. Это уже сухой суперджет. Он полетит через 1,5 часа после моего рейса в Салехард. Времени много, пойду прогуляюсь по терминалу. Самый нижний этаж темный, и в него не пускают. Оттуда обычно идет посадка через автобусы. Скорее всего, сейчас большинство рейсов помещаются у телетрапов. Внутри много закрытых магазинов и кафе. На 1-м этаже стоит кулер, где можно набрать кипяток или холодную питьевую воду. Нужная вещь, особенно если посмотреть на стоимость воды у продавцов.
переходе между крыльями терминала С и Д огромное пространство. Если убрать кресло для ожидания, можно сделать футбольное поле или площадку под концерт. Вот подумал, мне казалось, некоторое время назад видел в СМИ, что авиакомпания Ямал сделала ребрендинг. Но письмо с подтверждением билета мне пришло со старым логотипом, и на самолете, что одном, что другом, которые стояли на перроне, тоже еще старый логотип. Интересно, а сколько бортов они перекрасить успели уже? На посадочном время окончания указано с точностью до минуты, до 1 часа 4 минут. Иду в сторону выхода, посмотрю, изменилось ли что-нибудь с самолетом. Его вовсю готовят, хвостовую дверь загружают питание, у крыла идет заправка, подведен телетрап и в кабине готовятся пилоты. Пригласили в самолет с задержкой около 20 минут. В Домодедово посадка проходит удобно. Документы перед выходом дополнительно не сверяют, просто сканируют код, и пассажиры проходят по одному. В Шереметьево на этом шаге всегда сверяют с паспортом и просят предъявить дополнительно на входе в самолет. Зачем они это делают, понимаю, но здесь привожу только как сравнение. Захожу в салон, встречает 2 ряда бизнес-класса, 8 кресел, классические реклайнеры с подставкой для ног. А в экономии привычная схема 3-3, и кресла выглядят новыми. Сажусь на свое место, и первый вопрос. Как в А320 можно было сделать настолько тесно? Колени упираются в кресло, руку просунуть невозможно. Это первый раз, когда попадаю на такой маленький шаг в Airbus A320. В подлокотниках сохранились пульты старой индивидуальной медиасистемы. Привет из другой авиационной эпохи. Есть вероятность, что кресло не от него исторически. Да и мало этот борт успел полетать у филиппинского лоукостера. Кресла некомфортные, какие-то низкие, неудобно положить голову. Нет подголовников. На антимакасарах старый логотип авиакомпании. Как можно было сделать ребрендинг и ничего не сменить? Экипаж работал отлично. Всем помогал размещать вещи на багажных полках. Рейс оказался неполным, и около меня места никто не занял. Смогу разместить ноги. В кармашке кресла инструкция, увесистый бортовой журнал и брошюра со спортивными активностями нового Уренгоя. До этого момента не знал про снежный волейбол. Экипаж представился и провел демонстрацию спасательного оборудования. Нас долго выталкивали на место запуска, еще минут 10 одиноко рулили. В кабине пилотов КВС Евгений Мелесов. Сказал лететь 3 часа, высота 10 тысяч метров. На 27 минут с задержкой от расписания начали взлет. В салоне случилась магия 2 часов ночи. Вокруг меня все пассажиры мгновенно заснули. Но не тут-то было. Спустя несколько минут, как погасло табло «Пристегнуть ремни», включили освещение и сделали несколько объявлений по сервису. Сказали готовиться к завтраку. Для 3-часового ночного рейса выбор роскошный. Картофельная запеканка с олениной, сладкие блинчики или омлет с сосиской. Мне ничего не хотелось, взял для видео. Еще предлагали холодные и горячие напитки. Во время покупки билета можно было заранее заказать дополнительное специальное питание. Туалет чистый, классический, салфетки и мыло присутствовали. Новый Уренгой находится на северо-востоке от Москвы, и через 1,5 часа полета начался рассвет. Выспаться не получилось. Мусор забрали в тот момент, когда объявили о начале снижения. Сделали 2 левых разворота, и в иллюминатор уже видно город. Аэропорт находится практически в его черте. В Москве уже весна, и деревья начинают цвести, а на Ямале снег еще вполне официальный элемент пейзажа. Буквально через пару минут после посадки заруливаем на стоянку. Скорее всего, будет выход через телетрап. Пассажиры, конечно же, встали еще до того момента, как самолет остановился. Обратил внимание, закрылки не убрали, хотя на улице была около нулевая погода без осадок. Салон самолета после полета оказался чистым. Да, выход в телетрап, в котором вместо брендов рекламируются значимые спортивные мероприятия региона. Мне понравилось. А вот открывается вид на новый терминал в форме чума, который у северных народов является символом дома, стойбища, а также путешествия. А320, на котором прилетел, его готовят к следующему рейсу. Иду на выход, сначала нужно спуститься по ступенькам вниз, и на первом этаже иду по уютной галерее. С разницей в 10 минут прилетел А320 авиакомпании S7 из Москвы Домодедово. У него тоже закрылки оставили выпущенными.
Дальше поворот направо. Здесь эскалатор наверх, поднимаюсь. Небольшой проход и одиночные автоматические ворота. За ними эскалатор опять вниз. Получается, вышел из самолета, спустился, прошел, поднялся, прошел и опять спустился. Интересный квест. Выдача багажа идет в просторном зале, где установлены 2 багажные карусели. На выходе стоят мужчины, которые предлагают услуги такси. Последний раз такое встречал в Сочи. Один из них от меня не отставал до самого выхода на улицу, а там была уже другая группа. Мне нужен общественный транспорт. Надеюсь, эта вахтовка не работает автобусом. В аэропорт заезжает несколько маршрутов. Сразу подошло 2 на выбор. Номер 1 и номер 3. Оба сказали, доедут до ЖД вокзала, но по разным улицам. Стоимость проезда для жителей региона и всех остальных отличается. Заплатил 43 рубля. Это видео исключительно как полет ради полета, и каких-то планов у меня нет. В этой части России в первый раз в жизни, поэтому еду на железнодорожный вокзал, чтобы оттуда начать. Как же хочется спать. До обратного вылета 8 часов, через 6 нужно быть в аэропорту. Вот это время для исследования прекрасного Нового Уренгоя. Вбиваю в поиск достопримечательности Нового Уренгоя и вперед по знаковым местам города. Начнем с вокзала. Отсюда ходят прямые поезда из Москвы. Время в пути 2 дня и 14 часов. Главная точка для посещения, которая указана в большинстве путеводителей – тепловоз, который в 1982 году первым прибыл на станцию, привез материалы и продовольствие для развития будущего города. Новый Уренгой, молодой, основан в 1975 году. Неофициальная газовая столица России. Следующий памятник находится буквально через дорогу. Замечаю странный автобус, который отличается от привычных городских маршрутов. Наверное, идет без остановок в аэропорт. Нигде про него не видел в интернете. Второе знаковое место – памятник пионерам освоения Уренгоя. Посвящен тем, кто осваивал север и уренгойское месторождение. Интересная аллегория – женщина с факелом. На площади маневрировала машина для уборки снега. Нужно отойти. Небезопасно. Город необычный, все вокруг газа. Много машин с логотипами газовых компаний. Люди в униформе с брендами известных добывающих компаний. Читал, здесь зима длится более 250 дней в году. Температура минус 30 никого не удивляет. А летом полноценные белые ночи. Население около 110 тысяч человек. И средняя зарплата в городе одна из самых высоких в стране. В таком маленьком Новом Уренгое есть и пробки. Перед тем, как идти на следующую достопримечательность, решил позавтракать. Открыл карту и нашел кафе с хорошими отзывами. Нужно перейти дорогу. На стене здания классный мурал. Видел несколько других, посвященных северу, по дороге из аэропорта. Кофейня находится на 1-м этаже 5-этажки. Называется «Двое и кофе». Давайте зайдем. Внутри уютное пространство, стандартный набор напитков. Есть десерты, но без полноценной еды, так как нет кухни. Взял круассан и чай с собой. На вкус получилось не идеально, с другой стороны и от Парижа далековато. Выхожу и попадаю на длинную улицу, на которой залит каток. Скорее всего, он работает в вечернее время. Посреди тротуара одиноко стоят детские электрические санки с гусеничным приводом, как у нас самокаты. Мне понравилось это городское пространство. Наверное, весело бывает по вечерам. Здесь же находится городской туалет. Удобно. Еще одна арт-достопримечательность города. Обратил внимание, хоть это и не видно из-за снега, все буквы — это неразрывная единая газовая труба с вентилем между словами. На площади установлены качели, а за ними обычный панельный дом с фасадом в стиле советского авангардизма. Еще одна достопримечательность через дорогу. Культурно-спортивный комплекс «Газодобытчик». Здесь и спортивная арена, и концерты, и театр. Внутрь не пойду. Следующая точка находится в 40 минутах пешком. Проще доехать на автобусе, которого удобнее ждать на остановке с отоплением, где на экранах все еще крутится предупреждение о страхах давно минувших и глубоко забытых дней. Из окна автобуса заметил ТЦ с авиационной тематикой «Вертолет», и перед ним установлен настоящий вертолет. Вышел на остановке и пошел в сторону памятника, который часто упоминают в путеводителях по городу. Он находится напротив храма Серафима Саровского. Это памятник бородинскому хлебу. Открыли его в 2012 году к 200-летию Бородинского сражения. Разворачиваюсь и вижу на берегу замерзшей реки стоят чумы. Как интересно, еще и ратраки равняют снег, словно там происходит какое-то мероприятие. Оказывается, завтра здесь начинается День оленевода. Нужно было прилетать на день позже. Это главный праздник региона. Как сказал местный житель, ажиотаж и ожидание его не меньше, как чемпионата мира по футболу.
Абсолютно аутентичная северная атмосфера. Гонки на оленьих упряжках, еда, быт, концерты и национальные соревнования. Видел несколько настоящих оленеводов. Установил себе в календарь напоминание: в следующем году приеду на этот праздник. Основные достопримечательности обошел. Осталась еще площадь памяти и парк «Душа Ямала», но туда рекомендовали поехать уже в теплое время. Возвращаясь в аэропорт, скоро улетать обратно. Терминал, открывшийся в 2023 году, проектировался с фокусом на современную интерпретацию ЧУМа, со смыслом «Дом в суровом климате», и он правда выглядит как объект из ландшафта, а не чужеродное здание. На мой взгляд, формат не пытается копировать иностранные аэропорты, а говорит местным языком, через образ жилища, теплые материалы и северный масштаб. Рядом находится старый терминал, который сейчас не работает. Захожу, на потолке как будто подвешен теплый ковер. Уютно и просторно. Мне почему-то напоминает аэропорт в Ушайе. Ссылку на это видео оставлю сверху. На входе сразу же находится большое табло, а рейсов немало. Есть еще элементы современного искусства. Около кафе стоят статуи куда-то идущих людей, но направление у них не одинаковое. До вылета около 2 часов, иду регистрироваться. Место у меня на полет туда и обратно было выбрано при покупке билета за 575 рублей в каждую сторону. В первый раз вижу такие удобные для пассажиров системы сдачи багажа. Не нужно поднимать сумки или чемоданы на ленту, а только рядом с собой поставить, а дальше уже все взвесится и отправиться в путешествие. Удобно. У девушки на регистрации в коробочке огромное количество разнообразных бирок и наклеек для множества авиакомпаний. С посадочным иду на 2-й этаж и еще раз посмотрю на просторный холл зоны вылетов. Следующий шаг – контроль безопасности. У меня еще раз проверили посадочный и паспорт. Выхожу в чистую зону и на перроне сразу же вижу суперджет Ямала, который полетит рейсом в Салехард. Время в полете 50 минут. Начался снег, надеюсь, не повлияет на мое время вылета. Внутренняя зона такая же просторная и комфортная. Около другого выхода на посадку, сквозь портрет Ивана Михайловича Губкина, вижу 737-400 ЮТР. Он полетит в Уфу. Для наших дней это уже редкая модификация, а самому борту почти 30 лет. Наконец-то! Вижу первый борт Ямала в новой ливреи. Хорошо, что оставили медведя на хвосте. Выглядит красиво, мне нравится. Самолет полетит в минеральные воды, займет почти 5 часов. Вот как раз на полосе садится самолет, который полетит моим рейсом. На перроне пытаются решить проблему лужи пробивкой стока канализации. Вернусь к моему самолету. Он сейчас рулит к терминалу. Это будет тот же самый борт, который утром доставил меня сюда. Он успел слетать туда-обратно в Шереметьево и сейчас вернется в Москву. Посмотрел, почему же так тесно? Может быть, у других авиакомпаний меньше рядов? В салоне эконома те же 156 кресел у S7 Airlines, например, и нет ощущения тесноты. Через минут 45 пригласили на посадку, и в терминале уже никого не было. Последний пассажир, заходящий в самолет, должен выключить свет. Заходим через тот же телетрап, который был и утром. Еще раз взгляд на 2 кресла бизнес-класса с классическими огромными креслами. В этом полете мне сидеть будет также невозможно ровно, но уже с другой стороны, чем прилетел утром. Бортпроводница строго напомнила о запрете пересаживаться на свободные места. Хотите выбрать место, бронируйте заранее. В связи с этим вокруг никого не было весь полет. Мокрый иллюминатор не позволял заснять происходящее на перроне. С небольшой задержкой нас вытолкнули. КВС представился только Александром. Сказал расчетное время полета 3 часа 35 минут. Мы прошли противообледенительную обработку и пролили на взлет. Если лететь в Новый Уренгой из Домодедово, время полета 3 часа, а в обратном направлении 3,5. Существенная разница на такое расстояние. Понимаю, час разницы при полете в Южно-Сахалинск, но там аж 8 часов лететь. Одно объяснение – закладывается долгое маневрирование в районе Москвы. В салоне одна лампа освещения нервно моргала. Начали обслуживание, но если на рейсе из Москвы работали 2 тележки с начала и с конца, то в этом полете только одна. В этом минус. Мне достался выбор горячего только из курицы с гречкой, но девушки откуда-то принесли одну запасную косолетку с рыбой. Может быть, поделились своей? Дополнительно наливали холодные и горячие напитки и доливали по просьбе пассажиров. Спустя 2,5 часа сна загорелось табло «Застегнуть ремни» и сообщили о начале снижения. В Новый Уренгой или Салехард все-таки не так просто попасть. Или долго на поезде, или дорого на самолете. Профиль региона означает высокий платежеспособный спрос, и это, похоже, отражается в тарифах. Для туриста направление получается не самым простым, к большому сожалению.
Не остался с ночевкой по причине отсутствия адекватных цен на гостиницы в эти дни. Да и мест не так много для размещения. Скорее всего, во всем виноват праздничный день оленевода. А мы уже садимся в весеннем Домодедово. Съезжаем с полосы. На стоянках вижу 3 законсервированных Airbus – уральских, S7 и Red Wings. Дальше стоит Boeing 777-200, словно тоже законсервирован, но до лучших чартерных времен. Видно, с ним ведутся работы. Подключен наземный источник и открыт капот двигателя. Последний рейс самолет сделал в феврале с Шри-Ланки. И еще один печальный ряд нелетающих А320 Neo Сибири по причине проблем с двигателями. Надеюсь, получится их вернуть в небо в ближайшей перспективе. Рулим резво мимо терминала, неужели нас поставят на удаленную стоянку? Около международного сектора вижу Embraer Belavia из Минска и 777 эфиопских авиалиний. Какой сосед! Як-42D Иж-Авиа. Сегодня прилетел из Ижевска и завтра днем улетит обратно. Бортпроводник объявила всем оставаться на своих местах, так как нас будут буксировать. Так мы и оставались минут 15. Вышел на связь КВС, извинился за долгое ожидание. Это все аэропорт, не могут предоставить тягач. К терминалу рулил борт Fly One Армения из Еревана. А мы все еще ждали тягач. Почти стемнело. Пассажиры даже немного захлопали, когда нас начали буксировать. Мне казалось, Ямал базируется где-то на севере, и они заинтересованы в быстром обороте самолета в Москве. Оказалось, база у них здесь, и плюс 20-30 минут на установку самолета на дальнюю стоянку – это нормально. Виноват аэропорт. Но официально зарегистрированы в Салехарде. Установили, пару минут подождали трап и начали собираться. Мои ощущения от авиакомпании – отличное обслуживание, выбор еды, пунктуальность, но есть и моменты, о которых сложно не думать. Шаг кресел в экономе получился минимальным. Не представляю, как бы сидел весь полет, если бы рядом был сосед. И, конечно же, высокие цены на перелеты в уникальный регион. А Ямал, как регион, оказался загадочным. Хочется исследовать больше. Была долгая поездка на автобусе по перрону, и выхожу очередной раз в пустой терминал. Фактически только пассажиры рейса из Нового Уренгоя. Даже не сразу нашел выход. Заказал такси через Яндекс, машина сразу ждала на площади. Прощальный взгляд на Домодедово, не часто теперь здесь бываю. Спасибо за просмотр моего видео, надеюсь, вам понравилось. Что-то о себе и новости про авиа пишу в своем телеграм-канале и на сайте. Вдруг телеграм работать не будет, или когда вы смотрите это видео, телеграма уже нету вообще.